entre demócratas y republicanos. De momento, recordemos, afecta a decenas de agencias y a cientos de miles de empleados públicos en todo el país. En una votación celebrada por la tarde en la Cámara Alta se rechazaba por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes y que impedía de facto que el proyecto avance hacia su debate final. Es el séptimo intento fallido del Congreso, ha quedado mucho más alejado que en votaciones anteriores, lejos de esos 60 votos favorables que permitirían esa mayoría que aprobara la financiación temporal. Y una victoria de Donald Trump en el ámbito de la justicia, porque la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido acusada de al menos un cargo de presunto fraude tras el llamamiento público del presidente Donald Trump para que el Departamento de Justicia la acusara. Una acusación formal que ha sido presentada por la fiscal federal Lindsay Halligan para el distrito de Virginia, que se presentaba después de, en este caso, una presentación ante el gran jurado en el que alegaban fraude hipotecario. El contenido de esta acusación sigue siendo confidencial. Halligan, que fue designada por Trump, también acusaba recientemente, recordemos, al exdirector del FBI, a James Comey, por cargos separados después de que Trump instara públicamente a procesarlo, así como al senador de California, Adam Schiff. Viernes 10 de octubre, en el que, bueno, pues en estos momentos está hablando el presidente ruso Vladímir Putin en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la CEI. Признательности Имамали Шариповичу Рахмону и всем нашим таджикистанским друзьям за организацию нашей работы. Это всегда требует определенных усилий. Мы видим, что наши таджикистанские хозяева сегодняшние сделали все для того, чтобы создать необходимые условия. Как не раз справедливо отмечалось, за более чем 3 десятилетия Содружество независимых государств утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения. И думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство, в известной степени сохранить. Это, на мой взгляд, очень важно для граждан наших государств. Даже не просто сохранить, а нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе, но тем не менее это имеет место быть. Что касается экономического взаимодействия, то товарооборот России со странами СНГ только в 2024 году, вот Касым Жомарт-Кемелевич говорил в отношении Казахстана, могу сказать в отношении России. Так вот, товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7% до 112 миллиардов долларов. Последовательно улучшается его структура, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Причем структура улучшается за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот я хочу это отметить, и просто это, что называется, медицинский факт. У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год. Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Это не значит, что мы отказываемся от использования других платежных инструментов и валют. Просто это повышает нашу независимость и суверенитет. Это вещь очевидная в современном мире особенно. Это позволяет вне зависимости от международной конъюнктуры расширять товарные обмены, осуществлять встречные инвестиции, развивать собственный рынок капитала. Я выслушал внимательное предложение и Александра Григорьевича по поводу углубления наших экономических связей в рамках СНГ. Но мы с вами хорошо знаем, как складывались здесь наши отношения на протяжении всех этих 30 лет. И не случайно возник Евразес, потому что в рамках СНГ не удавалось найти таких механизмов, которые бы были приемлемы для всех участников этого процесса. Но поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей.
и это Евразес. Да, и, конечно, двери Евразес всегда открыты, мы с коллегами так или иначе разговариваем на этот счет. На мой взгляд, это выгодно, экономически выгоды дает, больше рынки открывает, как минимум, создает больше условий для кооперации, а в конечном счете это полезно. Вот это просто полезно, точно совершенно. Ну вот, правда, конъюнктура сегодняшнего дня сложилась особым образом, но вот у нас с Арменией, сколько сейчас товарооборот выскочил? Товарооборот с Арменией сейчас какой? В этом году уже 4 миллиарда. Сколько? 4 миллиарда. Нет, больше. В этом году? Да. Больше? В прошлом году было примерно 9 миллиардов. Больше. В прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Ну, может быть, очевидно. Это очевидно просто. Но не важно. Важно то, что в целом эти те инструменты, которые мы применяем внутри Евразеса, они дают возможность. Даже тогда, когда конъюнктура складывается как бы необычно, но этим можно воспользоваться для того, чтобы реализовать складывающиеся возможности. Но если, и мы с коллегами некоторыми ведем этот диалог, но если в рамках СНГ можно что-то сделать дополнительно, то я согласен с Александром Григорьевичем, почему нет, если все, кто захочет, внедрять какие-то дополнительные инструменты, механизмы, углубляющие наше взаимодействие. Ну почему нет? Надо к этому стремиться, потому что трудно не согласиться с тем, что экономическое взаимодействие лежит в основе решения всех других проблем. И, конечно, нужно помогать нашим предпринимательским структурам Содружества реализовывать крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Сейчас формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обсуждаются, обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг, восток-запад. И я с интересом послушал тоже Касым-Жомарта Кемелевича по поводу планов и реализации этих планов в Казахстане. Конечно, Казахстан с такой огромной территорией, в центре находится Содружество, по сути дела. Это очень важные логистические возможности для всех практически наших государств. В рамках СНГ идут процессы импортозамещения, но, как мы сейчас уже и в России считаем, полагаю, это важно и для всех нас. Важно не заместить что-то, а быть лидерами где-то. И не просто где-то, а не на какой-то периферии развития, а по ключевым направлениям. И у нас есть такие возможности, это 100%. Но нужно не просто быть независимыми, а определенные направления возглавлять. Это возможно, имея в виду наш интеллектуальный потенциал, который достался нам еще из Советского Союза и, слава Богу, активно развивается и в рамках сегодняшнего дня. Здесь важны инновации, цифровизация, комплексное рациональное использование природных ресурсов. Очевидно, с этим никто, конечно, не спорит. Важным направлением совместной работы государств Содружества является и борьба с терроризмом, с экстремизмом, и с коррупцией и так далее. И мы все делаем для того, чтобы наладить это взаимодействие по целому ряду направлений. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем те документы, которые сегодня принимаются. Это программа действий на антитеррористическом направлении, план совместных мероприятий по охране внешних границ, обновленная концепция военного сотрудничества, заявление о противодействии транснациональной преступности, о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, об укреплении энергетической безопасности. И, конечно, не могу не согласиться, вот Илья Медович сказал об этом, о важности нашего взаимодействия на гуманитарном треке. И тоже коллеги упоминали о спортивных соревнованиях, вот и игры стран Содружества только что были проведены в Азербайджане. Это большая работа, и, конечно, она заслуживает всяческого внимания со стороны всех наших государств и поддержки. В них участвовала и большая команда российских атлетов. В этом году мы все, коллеги уже практически об этом все сказали, широко отмечали 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Хочу поблагодарить лидеров государств Содружества, приехавших в Москву 9 мая. Символично, что в день юбилея Победы по Красной площади плечом к плечу с российскими парадным маршем прошли подразделения национальных вооруженных сил стран СНГ, за что тоже хочу высказать вам особые слова благодарности. Считаем важным, что партнеры по Содружеству подхватили и российское предложение учредить почетное звание «Город трудовой славы». Такое звание уже присвоено 19 городам в 7 государствах Содружества, чьи жители в свое время внесли особый вклад в общую победу над нацизмом. Мы координируем нашу работу и на внешнеполитическом треке, сверяем постоянные часы. Это важная работа с учетом таких событий, которые происходят на внешнем контуре. Весьма актуальным в этой связи считаем и вынесенное сегодня на одобрение Совета совместное заявление по случаю 80-летия создания ООН. Коллеги тоже об этом говорили. И так же, как и многие присутствующие, мы поддерживаем углубление контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего евразийского региона. Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение на создание нового формата работы СНГ+. Это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с нашей организацией другие государства и международные структуры. И, конечно, благодарна за поддержку кандидатуры Лебедева Сергея Николаевича на пост генерального секретаря ООН. Он всем хорошо известен и показал, по-моему, результатами своей работы, что достоин продолжить эту деятельность на данном посту. Хотел бы, конечно, также пожелать успехов нашим туркменистанским друзьям, которые в 2026 году примут на себя председательские функции в Содружестве. И мы уже неформально говорили об этом. Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось в Петербурге, в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу. И я уже с некоторыми коллегами обменивался, информировал их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине. Ну, у нас будет возможность еще так совсем узким кругом собраться, и я бы хотел вот именно в таком узком кругу вас подробнее поинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, на нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске. Спасибо. Bien, pues esas declaraciones de Vladímir Putin confiando en el espíritu de Alaska, en el espíritu de Anchorage, esa reunión del pasado agosto en el que Donald Trump pues parecía que estaba mucho más condescendiente con Vladímir Putin. Desde entonces todo ha cambiado. Un Donald Trump que señalaba que ya ha detenido 8 guerras y que ahora el siguiente objetivo número 1 de la Casa Blanca de su persona es detener esa cruenta guerra entre Rusia y Ucrania desde febrero de 2022, asegurando Donald Trump que cada semana se cobra la vida de 7.000 personas. Bueno, en este viernes, 10 de octubre, estamos a punto de conocer quién será el ganador del Premio Nobel de la Paz, un Premio Nobel de la Paz al que opta Donald Trump, o al menos la administración estadounidense parece que ha puesto toda la carne en el asador, ha intentado activar toda la maquinaria para, en este caso, para que el presidente estadounidense se alce con este galardón. Está a punto de comparecer las autoridades noruegas en esta ocasión, el Premio Nobel de la Paz, que en este caso se falla en Oslo, a puntito de conocerse quién será el ganador, un anuncio que va a correr a cargo del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Badde Fridnes.
a punto de comparecer en rueda de prensa para exponer los méritos del que será el ganador del Nobel de la Paz 2025, un Donald Trump que cuenta con escasas opciones de llevarse este ansiado galardón. Hasta un 4% de probabilidades le dan los más expertos. Un comité noruego que, recordemos, entre los favoritos están organismos como la Corte Penal Internacional o la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y su comisionado general, Philippe Lazzarini. En estos momentos va a comenzar, a punto de conocerse, el ganador del Premio Nobel de la Paz. Good morning. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Ms. Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was once deeply divided, an opposition that found common ground in the demand for free election and representative government. This is precisely what lies at the heart of democracy, our shared willingness to defend the principles of popular rule, even though we disagree. At a time when democracy is under threat, it is more important than ever to defend this common ground. Venezuela has evolved from a relatively democratic and prosperous country to a brutal and authoritarian state that is now suffering a humanitarian and economic crisis. Most Venezuelans live in deep poverty, even as the few at the top enrich themselves. The violent machinery of the state is directed against its own population. Nearly 8 million people have left the country. The opposition has been systematically suppressed by means of election rigging, legal prosecution, and imprisonment. Venezuela's authoritarian regime makes political work extremely dangerous. As the founder of Sumate, an organization devoted to democratic development, Ms. Machado stood up for free and fair elections more than 20 years ago. As she said, it was a choice of ballots over bullets. In political office and in her service to organizations since then, Ms. Machado has spoken out for judicial independence, human rights, and popular representation. She has spent years working for the freedom of the Venezuelan people. Ahead of the election of 2024, Ms. Machado was the opposition's presidential candidate, but the regime blocked her candidacy. She then backed the representative of a different party, Edmundo González Urrutia, in the election. Hundreds of thousands of volunteers mobilized across political divides. They were trained as election observers to ensure a transparent and fair election.
Despite the risk of harassment, arrest, and torture, citizens across the country held watch over the polling stations. They made sure the final tallies were documented before the regime could destroy ballots and lie about the outcome. The efforts of the collective opposition, both before and during the election, were innovative and brave, peaceful and democratic. The opposition received international support when its leaders publicized the vote counts that had been collected from the country's election districts, showing that the opposition had won by a clear margin. But the regime refused to accept the election result and clung. Pues sorpresa, el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, que, como saben, su partido se impuso en las elecciones de Venezuela en el verano de 2024, pero bueno, pues en este caso las autoridades de Nicolás Maduro pues no la reconocían y en este caso se secuestraban esos votos. Una María Corina Machado que están valorando el esfuerzo encomiable por mantener la dignidad y la democracia, los valores de la libertad en Venezuela. Continúan exponiendo los méritos de la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado. Silenced, critics imprisoned, and societies pushed towards authoritarian rule and militarization. In 2024, more elections were held than ever before, but fewer and fewer are free and fair. In its long history, the Norwegian Nobel Committee has honored brave women and men who have stood up to repression, who have carried the hope of freedom in prison cells, on the streets, and in public squares, and who have shown by their actions that peaceful resistance can change the world. In the past year, Ms. Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life, she has remained in the country, a choice that has inspired millions. When authoritarians seize power, it is crucial to recognize courageous defenders of freedom who rise and resist. Democracy depends on people who refuse to stay silent, who dare to step forward despite grave risk, and who remind us that freedom must never be taken for granted, but must always be defended, with words, with courage, and with determination. María Corina Machado meets all the three criteria stated in Alfred Nobel's will for the selection of a Peace Prize. She has brought her country's opposition together. She has never wavered in resisting the militarization of Venezuelan society. She has been steadfast in her support for a peaceful transition to democracy. María Corina Machado has shown that the tools of democracy are also the tools of peace. She embodies the hope of a different future, one where the fundamental rights of citizens are protected and their voices are heard. In this future, people will finally be free to live in peace. Thank you. Questions? Mr. Chair, the attention this year has been a bit further north. How are you as a committee going to make sure that the topic of this year's Peace Prize, democratic development in Venezuela, is highlighted in the days and weeks to come? First and foremost, we hope to get your help.
Because the media obviously plays an important role in highlighting the humanitarian crisis in Venezuela, but first and foremost the immense and impressive work of the opposition in that country, so that they will still have hope to fight for a future of freedom for their country. Congratulations to Maria Corina Machado and the committee on the decision. But during the past months, U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee, think of this, and how has this campaign-like activity by the president and his supporters domestically and internationally affected the deliberations and the thinking in the committee? In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee has seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel. Hello, Bibiana Piena from the Norwegian News Agency. As you state in your explanation, more and more countries are moving in a more autocratic direction. Would you say that the committee, by this prize, is sending a warning to the world? Living in a world where we have less and less democracies and more authoritarian regime means that the world is also getting more unsafe. And we believe that peace, democracy is a precondition for peace. And so, yes, that is the message to the world. We need to support the democratic forces also on behalf of peace. Thank you. Mieszko Czarnecki, the Polish press agency PAP. This is the next Nobel Peace Prize in recent years when woman has been awarded. Do you feel that women all over the world and in certain countries play a significant and a certain role protecting democracy, taking into consideration the Iranian activist from 2023 and the Venezuelan democracy protector that has been just announced as a laureate? Thank you. Thank you. As quoted in the announcement texts, in the long history of the prize, brave women and men from around the world have stood up against repression again and again. That is a key element of the Peace Prize, and we've seen it once again, that Maria Machado has been a unifying leader of the opposition in Venezuela, and what they did in the election of 2024 was incredible, and it gives hope to an entire country. Mr. Chairman, Christopher Ronenberg from Aftenpost.